Всем привет! Меня зовут Дина, и я месяц живу в тайском кондо. Если честно, я в шоке от того, какой это комфортный формат жилья. Погнали посмотрим. Вообще здесь каждый день все выглядит красиво. Кажется, что так должно быть в идеале всегда. В этом кондо много кто живет с маленькими животными. Что же такое кондоминиум в Таиланде? Это многоквартирный дом, который совмещает в себе не только аренду самой квартиры, но еще и использование общего пространства дома, бассейна, фитнес-центра, которые предусмотрены практически во всех кондо, а дальше в зависимости от класса дома могут быть представлены коворкинг, игровая комната, комната для детей, ресторан и многое другое. Все это делает жизнь в таком доме очень комфортной. Для себя мы выбрали кондоминиум Хома в центре Пхукета, и сейчас на примере этого кондо я покажу, почему, на мой взгляд, такой формат аренды является очень классным для жизни. Итак, давайте посмотрим, что же здесь все такого классного в этом кондо, чем он нам так сильно понравился. Вообще хочется начать с потрясающей зоны бассейна. Мы живем на 7-м этаже, и на этом же этаже находится и фитнес-центр, и бассейн. И это, конечно, просто очень классно, когда за 30 секунд из своего номера ты можешь дойти до бассейна. Не буду много рассказывать про бассейн, классно рядом с ним отдыхать, очень здорово, что здесь есть бар, можно заказать напитки, можно заказать пиццу и разные другие закуски, удобно, что всегда есть свежие полотенца и просто потрясающий вид. Также на этаже с бассейном расположен ресторан, там есть очень красивая веранда. Особенно классно здесь вечером, когда зажигаются огонечки. Но и даже днем, наверное, в прохладную погоду, когда нет такого палящего солнца, как сегодня, здесь очень классно посидеть, поработать, очень здорово провести время. И моя отдельная любовь — это спортзал, расположенный здесь же. Вообще потрясающе, когда ты можешь за 30 секунд попасть из своей комнаты в спортзал. Я до сих пор помню Москву, где для этого нужно потратить, минимум, в лучшем случае, 40-50 минут. Здесь это находится в 30 секундах от твоей квартиры. И пока, конечно, я еще не могу привыкнуть к тому, что это настолько удобно и настолько комфортно. Спортзал лично мне очень нравится, он небольшой, но при этом здесь есть возможность позаниматься самостоятельно на коврике, есть для этого пространство, установлены велотренажеры, беговые дорожки, есть необходимые гантели и плюс есть возможность заниматься в группе. Еще одна очень банальная, но очень удобная вещь здесь — это кулер на этаже. Классно, когда ты можешь в любое время выйти, набрать себе воды, чтобы попить, чтобы что-то приготовить. Не нужно думать про эти баклажки, забывать их покупать, злиться, потому что опять нет воды. В общем, решение вау, максимально простое, но максимально удобное. Вообще еще очень классно, что в этом кондо много кто живет с маленькими животными, и очень часто можно видеть там маленьких собачек, кошечек. И дальше просто будет минутка милости, потому что, правда, очень приятно, когда ты работаешь или просто проходишь мимо, и эти ребята здесь бегают, веселятся, я не знаю, иногда дерутся, просто очень поднимает настроение, и реально классно, когда ты идешь, и такой чувачок бежит тебе навстречу или сидит, смотрит куда-то. Her name is Tao Tao. Tao Tao? Yes. Oh, Tao That Tao. means gray in Thai. Great? Gray. Gray. Oh, yeah, gray. Дальше дорога до коворкинга, в принципе, то, как проходит каждый день, утро в бассейне, потом коворкинг. Еще одна моя любимая зона в этом кондо утром — это робот-автомат, который готовит тебе просто потрясающий кофе. Мятная коллекция. В Таиланде очень популярны подобные роботы-автоматы, здесь большой выбор напитков, иногда появляются сезонные вкусы, также здорово, что можно выбрать холодный и горячий вариант и регулировать уровень сахара. И если говорить о том, насколько большой выбор, то он на самом деле вот такой большой. Очень нравится, что не нужно стоять и объяснять, что нужно купить, добавить тебе сахара, не добавить тебе сахара. Иногда ставить себе это бывает сложновато. Поэтому здесь выбираешь все, что нужно в автомате, и, соответственно, получаешь очень-очень вкусный кофе. Вот он, любимый айс американо.
они очень милые. И мы попадаем в коворкинг. Здесь всегда тихо, достаточно много рабочих мест, и при аренде студии коворкинг — это настоящее спасение, потому что можно спокойно работать и не мешать друг другу. В коворкинге есть как open space, так и возможность забронировать комнату для встреч и звонков, а также для этого, кстати, есть приложение, о котором я расскажу чуть позже. Интернет в этом кондо очень хороший, причем не только в коворкинге, но и на всей территории. Что еще интересно, в этом кондо есть свое приложение, через которое вы можете, например, забронировать переговорную в коворкинге, также проверить расписание спортзала, или если у вас возникает какая-то проблема, можно о ней написать. Например, у нас засорилась раковина, мы написали об этом в чат, уже через час к нам пришел мастер, все починил, и мне кажется, что это такая управляющая компания здорового человека. И хочется сказать несколько слов о минусах. Первый из них был понятен, в принципе, с первого дня. Это удаленность от моря. До пляжей Короны Бангтау, это наши любимые пляжи на Пхукете, отсюда ехать примерно 40 минут. Конечно, для будних дней это довольно далековато, и не получается выбираться на море часто, но в выходные всегда можно доехать. И, в принципе, учитывая классный комплекс и удобство работы, я бы не назвала это большим минусом, но все же это стоит учитывать, особенно если вы любите много купаться. Второй минус заключается в том, что пространство бассейна закрывается в 11 часов вечера, и иногда это очень сильно расстраивает, потому что хочется провести там побольше времени. Мы думаем, что это связано с безопасностью, поскольку бассейн все же расположен на крыше, а безопасность превыше всего. И на этом мое перечисление минусов заканчивается, потому что мы живем здесь всего месяц, и других минусов мы пока что, правда, не нашли. И поскольку приближается Новый год, здесь тоже все уже к этому готовятся. Елка немножко странная, на мой взгляд, но здорово, что она здесь есть. Вечером она зажигается классными огоньками. Также они немножко украшают зону. Вечером это тоже выглядит красиво. Да и днем тут тоже все выглядит красиво. Вообще здесь каждый день все выглядит красиво. И я пока не могу к этому привыкнуть, но это потрясающе, я считаю. Кажется, что так должно быть в идеале всегда. Еще 2 раза в неделю здесь проходят кинопоказы в хорошую погоду на открытом воздухе, а когда прохладно или дождь, то в закрытом помещении. И также можно устроить себе кино самостоятельно. Вот это кайф. На самом деле, как только мы заказали пиццу и включили сериал, в бассейне появились дети, мы выдержали только 1 серию, а потом оставили им бассейн и убежали домой досматривать сериал. Еще хочется показать саму квартиру. Она у нас one bedroom называется, но по сути больше похожа на студию. Здесь все сделано удобно, розетки в правильных местах, все как-то приятно расположено. Хочется поддерживать уют, создавать красоту, жить в этой инстаграмной квартире. Прям сделано классно. Нам очень в ней комфортно. И во всех вариантах квартиры здесь есть кухня, она небольшая, но в целом такая довольно удобная. Вообще в Таиланде кухни в целом в кондоминиумах маленькие, не везде есть даже такая прям просторная рабочая зона, как тут, поэтому мы это увидели, и нам прям показалось, что она очень-очень удобная. Мы уже начинаем обзаводиться здесь своей техникой кухонной, готовим уже блинчики, в общем, все здесь классно. Микроволновка, холодильник. Сначала думали, что он небольшой, но нам пока хватает. Кстати, хайер, по-моему, очень даже хороший. Есть, кстати, посуда сразу, когда заезжаешь. Ее не очень много, но так на двоих, там, на первое время более чем достаточно. А потом уже докупаешь все свое, становишься хозяйкой. Все прям очень-очень классно, мне нравится. И даже круассанчик сейчас быть такой. Не буду. И покажу ванну. Она здесь, кстати, большая, и это прям супер. Все такое мне очень нравится, все в ней удобно, много места, чтобы расставить все баночки. Очень классно, что есть розетка в удобном месте. Можно еще дополнительный свет включить. Прям в плане ванны все вообще супер. Душевая кабина хорошая, сантехника хорошая. В общем, душ, ванна прям так. Очень нам нравится. И хочется еще раз акцентировать внимание на том, что в стоимость аренды, помимо такой классной и красивой квартиры, входит также еженедельная уборка, доступ к бассейну, к фитнес-центру, к коворкингу, бесплатный паркинг, бесплатная питьевая вода, а из коммунальных услуг мы платим только за электричество, а вода также включена в стоимость аренды, а за электричество получается где-то 1500 бат в месяц.
Для меня до сих пор удивительно, что в стоимость аренды входит столько приятных дополнений, и мне кажется, что формат подобного кондо — это супер вариант для жизни, и я надеюсь, что такой формат будет дальше и дальше развиваться. Так, кажется, что про наш кондо я уже рассказала все самое интересное, и теперь хочется поделиться с вами информацией о том, как же мы этот кондо искали. В этом году мы приехали в Таиланд в самом начале туристического сезона, это конец ноября, начало декабря, и, конечно, это не лучшее время для поиска недвижимости здесь, арендной недвижимости, да, потому что это время таких начала самых пиковых цен, и в целом, если говорить о времени, когда лучше начинать поиски, то это, наверное, с июля по конец октября. В этот период заканчиваются старые контракты у людей, которые арендовали в прошлый high season, остаются прошлогодние ценники, соответственно, много кто уезжает из-за сезона дождей, который как раз в это время в Таиланде, кстати, я его здесь очень люблю, вот, и в этот период можно действительно найти хорошие варианты по очень хорошей стоимости. Мы же в этом году приехали чуть попозже, и стоимость уже была выше. Если говорить о том, где искать, то определенно наш номер один в этом году — это Marketplace на Фейсбуке. Если в прошлом году мы также использовали Telegram и пытались искать что-то на тайских сайтах недвижимости, то в этом году поняли, что это абсолютно бесполезно. В Телеграме много предложений, но стоимость там довольно высокая. В основном почему-то нам в этом году попадались варианты аренды вилл, а мы искали one bedroom. Вот. А все, что мы видели формата one bedroom, было, во-первых, дорого, а во-вторых, не очень адекватно за такие деньги. Поэтому Marketplace на Фейсбуке, много общения. Это пример моих переписок за 3 дня. Но как раз за эти 3 дня мы нашли здесь свою квартиру. Поэтому еще очень важно правильно настроиться, не сильно нервничать, что поиски жилья — это всегда небольшой стресс или большой стресс. Вот, но здесь главное понимать, что что в Таиланде, мне кажется, все находят тот вариант, который им нравится и который им комфортен и удобен. Поэтому просто нужно сохранять спокойствие и продолжать поиски. В этом году нам поиски очень облегчил тайский риэлтор. Мы случайно пересеклись на одном из объектов, и оказалось, что у нее еще много квартир, и уже с ней дальше мы смотрели много-много объектов в центральной части Пхукета, и это было очень удобно, потому что не нужно было еще много-много общаться и договариваться о встречах, а контакт был только с одним человеком. Поэтому, если для вас эта тема актуальна, то напишите мне, я с радостью поделюсь контактом, и надеюсь, что вам это поможет быстрее найти свое жилье в Таиланде. Следующий совет может показаться очень банальным, но он действительно работает. Это проверять социальные сети того места, которое вам понравилось, потому что там может быть информация о выгодных предложениях. В этом году мы свою такую информацию упустили. До конца октября аренда one bedroom в нашем кондо, как раз который мы арендуем, стоила 19 тысяч бат, а мы арендуем уже за 25. Поэтому в будущем я буду пользоваться этим советом сама и надеюсь, что он также поможет вам. Например, сейчас у нашего кондо появился брат-близнец, он расположен на Бангтао, это кондоминиум этой же сети, в принципе, он будет такой же, как то, что я вам сегодня показала, и до конца декабря при месячной аренде там действует скидка 10%. Это очень классно, потому что в high season найти скидки вообще просто нереально, вот. А поскольку это кондоминиум новый, и он только открывается в январе, у них есть такое промо-предложение, и еще можно успеть им воспользоваться. Также, если вы ищете квартиру на короткий срок, да, менее 6 месяцев, то здесь стоит особое внимание обращать на объявление о субаренде. Это когда кто-то уже, допустим, снял квартиру на год, решил уехать раньше и, соответственно, пересдает свой контракт. Еще в прошлом году такие варианты собственники разрешали, поэтому сейчас предложения о субаренде, они встречаются. Не могу сказать, что их много, но они встречаются. И как раз так можно арендовать, например, что-то на 2-3 месяца. Вот. Но в этом году мы уже столкнулись с тем, что собственники не хотят соглашаться на такие условия. Если вы снимаете на год, то на год снимаете именно вы, и никого другого они пускать не хотят. Абсолютно непонятно, с чем это связано, потому что никакого конкурса, я не знаю, как в других странах, на то, кто же будет жить в моей квартире, здесь не проходит. Собственник часто вас даже не видит, в 90% случаев, мне кажется. Но вот такие условия появились с этого года, и будут ли варианты пересдачи в следующем сезоне, на самом деле непонятно. И небольшой summary по советам. Первое — это использовать Marketplace на Фейсбуке. Также, если вам нужен контакт хорошего риэлтора, можно написать мне, я с радостью им поделюсь. Во-вторых, это проверять социальные сети того места, которое вам понравилось, потому что там могут быть классные и выгодные предложения. Также хорошие цены на аренду можно поймать, так сказать, в период с июля по конец октября. Это прям классное время. И также, если вы ищете аренду на короткий срок, то важно обращать внимание на предложения о пересдаче квартир, потому что они пока что есть, и цены там довольно выгодные.
Я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Я его много раз пересматривала, и мне до сих пор кажется такой формат жизни нереальным. И мне всегда казалось, что у меня не получится пожить в такой теплой, хорошей стране, не знаю, убежать от зимы, но оказалось, что это вполне возможно. И, наверное, я надеюсь, что этот ролик может вас немножко замотивировать, попробовать такой интересный формат жизни, да, понять, как все может быть комфортно и удобно. И вообще мне будет очень приятно, если вы поделитесь в комментариях своим мнением о том, насколько вообще такой формат вам кажется удобным, потому что, возможно, кто-то скажет, что вообще-то жить и работать в одном и том же здании и вообще никуда не выбираться за эту территорию практически. Вот, это вообще-то не очень хорошо. Вот, поэтому будет здорово, если в комментариях получится это обсудить. И большое спасибо вам за то, что досмотрели ролик. Буду рада, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк и поделитесь с теми, кому тема этого видео может быть интересна. Очень сложная жизнь, очень жарко снимать. Вообще, еще не завтрак. И в этом году нашим основным ресурсом был маркетплейс на Фейсбуке.